Как записать звук своего дигитального инструмента? Конечно же, самый простой способ – это использовать мобильный телефон или планшет, но в этом случае записывается очень много шумов и помех. Как этого избежать и как записать звук в наиболее чистом виде, об этом мы поговорим в этом видео. Один из наиболее частых вопросов, которые я получаю, это как я записываю чистый звук. Какими настройками я пользуюсь и как налажена моя студия, чтобы записать звук без лишних помех. До того, как я покажу и расскажу различные варианты настройки, я хочу поделиться небольшой историей. Несколько лет тому назад, еще на стадии планирования моего канала, я тестировал различные варианты записи. Эти варианты включали в себя запись на телефон, запись на планшет, запись на видеокамеры и запись на различные другие устройства. Все было неплохо, но звук получался плохой. Всегда присутствовало какое-то шипение и какие-то дополнительные артефакты. Но так как в фортепианном исполнении все-таки самое важное это звук, я принял решение, что звук должен быть качественным. Настолько качественным, насколько это возможно в условиях домашней записи. Из собственного опыта могу сказать, что огромную роль в записи звука играет ваш дигитальный инструмент. На данный момент у меня Roland RD2000. Этот инструмент очень удобен в работе и предоставляет большое количество возможностей для записи звука. Поэтому настройки моего нынешнего инструмента Roland существенно отличаются от тех, которые у меня были с моим предыдущим инструментом Yamaha, который не особенно был предназначен для записи звука. Я расскажу об обоих вариантах настройки и начну я с моего нынешнего варианта с использованием инструмента Roland. И чтобы добавить немного интриги, я хочу сделать чистосердечное признание. Наверняка все знают и помнят эту программу, которая сейчас у меня на дисплее. Когда у меня спрашивают, что это такое, я отвечаю, что программа называется Audacity, и я ее использую для того, чтобы записать туда звук. Это не так. Или не совсем так. Ну, давайте по порядку. Итак, перед вами задняя панель моего инструмента Roland RD2000. При игре на дигитальном инструменте очень важно, чтобы можно было себя слушать отдельно в наушниках и никому другому не мешать. RD2000 представляет такую возможность, у него есть отдельный разъем для наушников, куда эти наушники и подключаются. Дальше нужно подключить общие колонки, чтобы можно было слышать себя и без наушников. И RD2000, конечно же, представляет такую возможность. У него есть отдельный выход на колонки. И вот настало время для чистосердечного признания. В RD2000 есть разъем USB, который позволяет записать звук напрямую, без дополнительных устройств и без использования программы Audacity. Звук записывается напрямую во флеш-носитель, чем я, собственно, и пользуюсь. И тут возникает вполне закономерный вопрос, зачем же мне все-таки нужна программа Audacity, которая видна у меня на мониторе, раз я записываю звук во флеш-носитель напрямую? Ответ на самом деле очень простой. Так как я все-таки работаю с компьютерами и в сфере IT, я пользуюсь программой Audacity как резервная запись. Проще говоря, бэкап. Бывают ситуации, когда запись на флешку не проходит гладко. Бывают какие-то сбои, какие-то перескакивания звука. И поэтому, чтобы не переписывать песню еще один раз, я просто пользуюсь записью с Audacity. Как же сделать так, чтобы компьютер и программа Audacity распознавала звуки, которые приходят из Roland и смогла его записать? Здесь нужно сделать небольшую оговорку. Обычно во всех дигитальных инструментах последних лет есть разъем USB. В Roland, конечно же, он тоже есть, и обычно он используется для передачи MIDI-инструкций в компьютер. Если вы не знаете, что такое MIDI, я настоятельно рекомендую посмотреть видео на моем канале, в котором я подробно описываю, что это за формат и для чего он нужен. В Roland RD2000 функции разъема USB расширили, и оно используется не только для передачи MIDI-инструкций, а также используется для передачи самого звучания RD в компьютер. В музыкальной терминологии это называется аудиоинтерфейс. То есть компьютер распознает RD как звуковую карту, которая может посылать звуки, которые компьютер понимает, и также может воспринимать звуки из компьютера. Полные настройки выглядят следующим образом. Давайте обобщим.
При игре на инструменте я могу записать звук напрямую во флешку, а также могу ее записать напрямую в компьютер через программу Audacity. Я могу это также сделать параллельно. При этом я могу слышать себя либо в наушниках, либо в колонках, либо и там, и там. Также в тех же самых наушниках или колонках я могу слышать звук, который приходит из компьютера. Например, если я смотрю какое-то кино или видео в YouTube, я слышу звук в колонках или в наушниках, и звук этот идет через аудиоинтерфейс инструмента. Вот, собственно, и все настройки, которыми я пользуюсь сейчас. Конечно же, не все инструменты предоставляют такие опции записи, поэтому сейчас мы рассмотрим другой вариант настроек, которыми я пользовался с инструментом попроще. В моем предыдущем инструменте, который назывался Yamaha серии DGX, таких опций, к сожалению, не было. Но задача стояла все равно та же самая. Нужно было записать чистый звук, при этом возможность должна была быть слушать самого себя в наушниках и через общие колонки. Давайте посмотрим, как я это сделал. Перед нами задняя панель инструмента, идентичная тому, который был у меня. На этой панели всего два выхода, которые как-то можно приспособить для записи. Первый так и называется общий выход или выход на наушники, и второй это выход на USB, который может быть использован для передачи MIDI инструкций. Задача усложнялась еще тем, что при попытке подключения чего-то к выходу на наушники или к общему выходу отключались внутренние колонки. То есть слушать можно было инструмент только во внутренних колонках, тогда ничего нельзя было никуда подключить, либо в наушниках, которые отключали внутренние колонки, либо на каких-то дополнительных колонках, которые тоже отключали внутренние колонки инструмента. Давайте немного отвлечемся и проведем аналогию с электроприборами. Скажем, что у вас в доме есть одна розетка, в которую нужно подключить 2 или 3 электроприбора. Эта ситуация известная, знакомая, наверняка все знают, как ее решить. На красивом языке это решение называется розетка-разветвитель, даже сказать тяжело. Ну а в простонародье называется двойник или тройник. Этот двойник или тройник подключается в одну розетку, и в эту розетку с другой стороны можно подключить 2 или 3 электроприбора. Похожее решение есть и в аудиозаписи. При записи звука используется не тройник или не двойник, а используется такая вещь, которая называется аудиомиксер. Задача у миксера очень простая. Он получает аудиосигналы с различных источников. Это может быть микрофон, гитара, бас-гитара, клавишные инструменты и так далее. На каждый аудиовход можно добавить эффекты. Какие эффекты и как их добавлять, это зависит от самого миксера. После чего миксер смешивает все аудиовходы, на то он и миксер, чтобы все смешивать, и с другой стороны этого миксера к нему подключаются колонки, куда весь этот смешанный аудиозвук и выходит. Давайте посмотрим, как это выглядит все на схеме. У нас есть наши колонки, куда идет звук из миксера, и также к этому миксеру можно подключить и наушники. Итак, одна часть проблемы уже решена. Мы можем играть на инструменте, при этом мы можем сами себя слушать и в наушниках, и в общих колонках. У этого подключения есть один небольшой недостаток. Нам придется пожертвовать звуком из встроенных колонок инструмента. Так как не забывайте, как только мы что-то подключаем в разъем наушников на инструменте, колонки, которые встроены в сам инструмент, отключаются. Итак, мы уже можем слушать самих себя в наушниках или в колонках, но что же с записью? Как нам решить вторую часть проблемы и как нам записать звучание инструмента? Как вы правильно догадались, мы это делаем тоже через аудиомиксер. В аудиомиксере есть выход, который можно подключить на вход Line-in звуковой карты, которая обычно есть у каждого компьютера. Давайте немного обобщим. То есть теперь наш звук из нашего инструмента идет в аудиомиксер, откуда он может выходить на наушники, на колонки, а также идти в компьютер для записи. Еще одна небольшая оговорка. Кристально чистый звук при таких настройках не получится. Всегда будут добавляться какие-то шумы, аудиомиксер добавляет немного своих шумов, кабели добавят своих шумов, но все же звук будет гораздо лучше, чем при записи с обычного микрофона. Кстати, пример такого звучания можно услышать на моем канале. Если открыть ранние мои записи и увидеть мой предыдущий инструмент Yamaha, он записывался именно таким образом.
Есть еще несколько интересных настроек, которые можно сюда добавить. Но до того, как я про них расскажу, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникли какие-либо вопросы. Напишите мне в комментариях, я все комментарии читаю, и на все комментарии я стараюсь отвечать. Я также буду очень рад, если вы поставите лайк на это видео и подпишитесь на мой канал. Итак, дополнительные настройки. Обратите внимание на наш компьютер. Мы уже можем на нем записать наш инструмент. Но что же происходит со звуком, который выходит из самого компьютера? Собственно, нам никто не мешает подключить его на наш аудиомиксер, чтобы звук из компьютера шел через общие колонки. Ну и, конечно же, никто нам не помешает подключить наш инструмент напрямую через USB кабель тоже к компьютеру, чтобы мы смогли записывать и воспроизводить MIDI файлы. Я напоминаю, что MIDI используется только для передачи инструкций о том, как сыграть определенный звук. Сам аудиозвук записать через MIDI не получится. Именно для этого мы используем аудиомиксер. Итак, давайте подытожим. Наш инструмент подключается к аудиомиксеру через аудиовыход. При этом встроенные колонки самого инструмента отключаются. Через аудиомиксер мы можем слушать свою собственную игру на общих колонках или в наушниках. Для записи нашего звука мы используем еще один выход с аудиомиксера, который подключаем к нашему компьютеру на вход звуковой карты, которая называется Line-In. Таким образом, компьютер распознает звуки, которые приходят из аудиомиксера, и мы можем их записать в программу, например, в Audacity. В дополнение, наш компьютер может быть также подключен к миксеру, чтобы звук с компьютера шел через общие колонки. И, конечно же, напоследок мы можем подключить наш компьютер к выходу MIDI, который находится на самом инструменте, чтобы мы смогли передавать инструкции MIDI в компьютер и обратно. Есть еще один вариант подключения, который я в своих настройках не пользовался, но он должен тоже работать. Вместо аудиомиксера мы можем использовать так называемый аудиоинтерфейс. Он точно так же подключается к выходу на инструменте, тем самым выключая встроенные колонки, а с другой стороны он преобразует звук через USB и посылает этот звук в компьютер через разъем USB. То есть компьютер определяет этот интерфейс как внешнюю звуковую карту. К этому интерфейсу можно подключить и наушники, и колонки, и, конечно же, через дополнительный USB разъем можно подсоединить компьютер напрямую к инструменту для передачи MIDI инструкций. Это подключение очень похоже на то, которое мы разобрали в предыдущем примере через аудиомиксер. Возможно, качество звука будет немного лучше, все-таки он передается через USB, а не через аудиокабель. Но сказать наверняка мне тяжело, так как такое подключение в своей домашней студии я не тестировал. Я надеюсь, что это небольшое видео поможет вам определиться с тем, как настроить свою домашнюю студию и как записать свою игру на дигитальном инструменте в более чистом и красивом виде. Мы с вами поговорили о том, как записать чистый звук. Как же записать видео, используя этот чистый звук, это отдельная тема. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если бы вы хотели эту тему развить. Также напишите, если видео было вам полезно или возникли какие-либо вопросы. Я читаю все комментарии и постараюсь на все ответить. Ну и, конечно же, я буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а пока я благодарю вас за внимание, я с вами прощаюсь, до встречи в следующих видео.